Наверное, самый красочный за последнее время мультфильм от Pixar — это «Я краснею». Крайне красивый, детализированный и очень атмосферный. Но несмотря на его приятный визуал и хороший стиль, в нем есть небольшие ляпы и ошибки, которые вы могли не заметить, смотря мультфильм. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня покажу вам ляпы и ошибки в «Я краснею». Поехали! Для начала я хотел бы вам сказать, что если вы зритель с РФ, пожалуйста, перед просмотром включите VPN. Таким образом вы поддержите мой канал. Спасибо. Что ты сказал? Что в обзоре, что в других видео, я везде хвалю визуал этого мультфильма. Я настолько наслаждаюсь цветовой гаммой этого проекта, что мне пришлось повторно пересматривать его, чтобы хотя бы что-то найти. Напомнить, как выглядят настоящие мужчины? Фортаун! Да, Фортаун! Закрыт рюкзак, но вытаскивает она журнал. Потом пропадает журнал вовсе. Сама себе хозяйка. Но это не значит, что я делаю, что хочу. Привет, как дела? Диска то нет в руке, то он есть, то она его убирает, хотя рюкзак закрыт. Мэйли рисует на протяжении минуты одного парня, но потом резко умудряется нарисовать целый арт двух героев. Это просто какая-то магия. Завтрак готов. Эй, без сахара. Я просто усну, потом проснусь, и все закончится. Мэйли не ломает кровать всю ночь, будучи уже пандой, но именно утром она ломается. Почему она не сломалась раньше под ее весом, непонятно. Вот твой обед. Я положила пару закусок и травяной чай от судорог. Почему-то мама приготовила обед и чай дочери, но не положила его сразу в рюкзак, а закинула лишь перед тем, как проводить дочку в школу. Видимо, до этого обед и бутылка катались по задним сиденьям машины. Ладно, ребята, квадратные уравнения. Начнем веселье. Учитель не здоровается, не спрашивает из учеников, кто сегодня присутствует или отсутствует, а сразу переходит к математике. У нас такого не было, но честно, я не знаю, как проходят уроки в Торонто. Давалось У утром. меня все есть. Мэй, нам надо поговорить. Ладно, Тайлер всем рассказывает про Дейзи Маш. все на это... У ее подружки нет рюкзака или сумочки, но откуда-то в руке появляется средство против пота. Потом, когда Мэй его ей отдает, он исчезает из руки подружки. Нет, Привет, мэм. этого не может быть. Привет. Мой ребенок здесь учится. Когда появляется мама Мэй, за окном ее слышно без проблем, хотя в реальности, скорее всего, Мэй и ее одноклассники не слышали бы, что происходит за окном совершенно. Потому что, во-первых, дерево стоит на расстоянии от школы, во-вторых, окна закрыты, это все логично. Когда Мэй в виде панды пролетает дедушку, нам сразу показывают другой кадр, где уже дедушки нет. Это насколько далеко она должна была лететь, чтобы перелететь даже целый дом. Когда летит панда, мы видим, как снизу проезжает много машин, но когда она упала и двери открыты, видно, что машин вообще нет. Мин, пора. Когда Мин бежала за пандой, у нее были растрепаны волосы, но когда она сразу же после этого решает показать Мэй свиток ее предков, ее волосы снова аккуратно уложены. Просила богов превратить ее в панду. Когда шла война, возраст, а они передали его своим. Но со временем... Картинка на свитке сначала одна, потом совершенно другая, хотя она его никак не переворачивала, а просто рассказала историю. Вырубка лесов. Грустный орангутан. Твое второе место за диктант? Когда родители показывают мои фотографии, чтобы вывести на эмоции, отец кладет все фото на стол, а одну вообще выкидывает, но потом мы видим пустой стол совсем без фотографий. Это исключено. Почему я должна пойти на Фортаун? Что? Но так бывает раз в жизни. Мэй. Вы же видели, я держалась. При показе родителям кей-поп группы Мэй кидает на пол бенгальские огни, но буквально через секунду их уже нет. Да и учитывая, что они горячие, на махровом паласе или ковре они бы явно оставили прожженные черные пятна. Мин, это твоя мать. Меня тут нет.
Матушка, звонить. Но все нормально. Я разберусь с ритуалом сама. Пульт лежал на диване, но при звонке матери куда-то пропал. И ладно бы, если он упал, но мы не видим его и потом. И да вы знаете, какой грохот стоит, когда падает пульт от телевизора. Я думаю, это случалось у каждого. Когда девчонки делают бизнес, они постоянно проводят фотосессии, продажи и все остальное в классе 202. Но неужели в этом классе нет уроков? Почему он всегда свободный? А если нет, тогда почему он открыт? Ну, побыстрей. Двери начинают скрипеть, как будто сзади кто-то стоит, хотя на деле бабушка и тетушки Мэй даже еще дорогу к храму не перешли. Как же это сложно управляться с этим буйным зверем. Твоя семья здесь, Мэй-Мэй. Почему-то в очках есть отражение Мэй, но как бабушка их снимает, отражение в очках пропадает. Разумеется. Правда? Что такое, Лили? Она еще ребенок. И верно. Одна из тетушек держит тарелку с изюмом, на следующем кадре тарелка пропадает, хотя не прошло и 5 секунд. Куда пропала тарелка, непонятно. Мама Мэйли не заметила разбитую рамку, хотя это кажется абсурдным, учитывая, насколько она за всем следит. Вспомните, как она заметила тетрадку, а тут она не заметила рамку на полу. Мэй жует еду с наполненным ртом, она ее не глотает и сразу же начинает разговаривать с дедушкой, и во рту у нее пусто. Еда в прямом смысле растаяла у нее во рту. Каким образом в такой огромной толпе они встретили Тайлера? Народу было настолько много, что даже выстраивалась очередь, а тут они легко его находят. Почему, когда мама идет по городу, словно Кинг-Конг, ее никто не видит? В городе все, что ли, пошли на этот концерт, или она настолько для всех незаметна? Как семья Мэйли оказывается на стадионе, если вход к кей-поперам был платный? После падения мамы мы видим, как рушится под ней даже цемент. Удивительно, как она никого не задавила. Хочешь увидеть бестактность? Что ты делаешь? Музыка начинает играть только тогда, когда Мэй крутит задом. До этого музыки нет, хотя ее мама все поломала. Скорее всего, все оборудование также было поломанным, и воспроизведение музыки никак не могло начаться. Как они могут петь в микрофоны, если все поломано давным-давно? Я могу понять, почему поют тетушки. Подружки могли сразу понять, что к чему. Они ведь знали, что это родовое проклятие. Но почему запели парни с Фортаун? Откуда они могли понять, что таким образом помогают вернуть маму Мэй к человеческому облику? Почему костюм коробочный от Мэй также подходит и под телосложение отца, учитывая, что она маленькая девочка, а он здоровый Боров? Мне кажется, здоровый мужик давно бы все сломал. Я постарался выделить самые очевидные и необъяснимые ничем ляпы, но поверьте, они не так сильно бросаются, и пока ты смотришь мультфильм, вообще можешь их даже и не заметить. Наверное, стоит также сказать, что ляпы и ошибки — это субъективные моменты, поэтому если вы с чем-то не согласны, можете написать это в комментариях. Может, вы совершенно другие моменты ляпов выделили. Конечно, в мультфильме есть и другие вещи, которые сложно поддаются объяснению, но я не стал делать выпуск занудным, и поэтому выделил лишь самое важное среди ляпов. Напоминаю вам, что у меня есть два канала. На одном я делаю разборы кино и сериалов, а на другом прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну то все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.